Задавали себе вопросы, как воспитывать так, чтобы не орать на своих детей? Как воспитывать так, чтобы не шлепать их, чтобы не бросать их в угол, чтобы не зажимать их так, чтобы они поняли, чего вы от них хотите? С вами семейный психолог Людмила Мурзина, и я сегодня для вас хочу поведать, раскрыть тему родительской агрессии. Но прежде чем понять, что делать, нужно понять, где причины. Где причины тех состояний, которые приводят к проявлению раздражения, которые приводят к проявлению агрессии и, может быть, даже ненависти, даже к маленьким крохам, которых вчера ждали, для которых были куплены самые лучшие одежки, как для куклы. Вот для которых состоялся праздник прихода из роддома. Было много шаров, цветов, и казалось, то счастье наступило. Закончились поздравления, и родители сталкиваются с тем, что называется трудностями. Трудностями воспитания детей. Это все то, что нужно делать, кроме праздника. Не спать ночами, баюкать, когда устал. Нужно вставать к малышу и идти к кроватке. Что нужно еще и готовить еду предыдущему первому ребенку, первым 2 детям, 3, мужу, себе. Оказывается, себя нужно кормить для того, чтобы накормить этого ребенка. Поэтому происходит прибегание к моментам облегчения своей жизни. И чтобы облегчить, ребенка в кроватку, мужа в другую комнату. Чтобы облегчить свою жизнь, переходим на вскармливание по требованию. Кстати, вскармливание по требованию – это лишь только для того, чтобы мама не беспокоилась о том, что малыш плачет, потому что пугает этот плач. Он тяжелый, он невыносимый. Хочется успокоить ребенка, и поэтому ему дается грудь. Так вот, в какой момент начинает появляться чувство раздражения? Оно появляется у нас из-за усталости. Откуда берется усталость? Усталость берется из родительского инфантилизма. Это детское состояние, в котором, к сожалению, так оказалось, что родители не знают о предстоящих трудностях, не задумывались о том, а что придет с появлением в их жизни ребенка, что нужно будет отказать себе в чем-то, что нужно будет организовать себя, что нужно будет заставить себя подчинить свою жизнь этому малышу, что нужно будет стирать, варить, убирать. Это все сейчас легко, но этих действий много. И они, если раньше выполнялись легко, то сейчас появляется тот объект, которому уделяется все внимание. И неспособность совместить, неспособность переключиться, неспособность выбрать время отдохнуть самой вместе с малышом, неспособность построить тот режим дня для ребенка, который был бы удобен вам, чтобы выполнять все то, что нужно выполнять, вот это все приводит к состоянию усталости. И эта усталость
вызывает некое чувство обиды. Почему обиды? Да потому что хочется, чтобы кто-то помог. Потому что хочется, чтобы муж, который почему-то где-то в этот момент ходит, какая-то у него работа вдруг. Раньше мы не замечали, сейчас вдруг у него работа. Он не участвует здесь в воспитании ребенка. Мама устала. Она чувствует себя неспокойно, некомфортно. Ребенок, чем больше мама устает и обижается, тем больше ребенок начинает беспокоиться, потому что сразу в течение 6 лет ребенок переживает то, что переживает мама. И он отражает ваше состояние с большей силой, чем испытываете их вы. Тем самым раздражая вас еще сильнее. Замкнутый круг произошел. Дорогие друзья, рада представить вам новый раздел на нашем сайте «Медитации на все случаи жизни». Это авторские уникальные инструменты. Каждая медитация работает локально и является мини-терапевтическим сеансом для самостоятельной проработки проблем или решения задач. Эта страница постоянно пополняется популярными и актуальными темами, в том числе по вашим запросам. За минимальную стоимость вы можете получить качественную профессиональную помощь. Переходите на сайт, выбирайте и улучшайте качество своей жизни. Что делать маме? Маме в этих обидах приходится подавить ту самую агрессию на начальном этапе, ту самую обиду, не выраженную никуда, спрятать ее в себе. И это не может продолжаться долго. Поэтому возникает то, что сейчас у нас называется послеродовой депрессией, то, что называется у нас синдромом эмоционального выгорания в семье. Кстати, это психиатрические диагнозы. И зачастую мамы бегут куда? Бегут к психиатру. Зачем? За таблеткой. За таблеткой, которую можно выпить и заглушить то, что там внутри, заглушить то раздражение, заглушить тот гнев, то недовольство сложившимися обстоятельствами. Но ребенка обратно не родишь, он есть. И от того, что в тот момент, когда мама пьет таблеточки, антидепрессанты, может быть, транквилизаторы даже, то кажется, что все как-то ровно абсолютно. Не слышно ни ребенка, и вообще все равно, что он плачет, что он что-то хочет. Делаются действия автоматически. Но наступает момент, когда таблетки выпиты, а ребенок есть. И все начинается сначала. Вариантов немного. Один вариант, собственно, попасть на лечение к психиатру на всю оставшуюся жизнь. И другой вариант – это повзрослеть. Повзрослеть – это сложно. В этом помогают как раз психологи. Психологи, которые занимаются воспитанием детей, которые решают детские проблемы. Но я думаю, что вы услышали уже не раз, что, в общем-то, чтобы решить проблемы ребенка, нужно поработать с мамой. Как раз повзрослеть родителей, как раз научить родителей управлять своим временем, научить ребенка тем требованиям, которые должны соответствовать каждому возрасту в развитии ребенка. Очень много у нас закладывается в течение первого года жизни. И вот здесь очень важно маме посвятить себя тому, чтобы дать ребенку все, что нужно ему дать. Об этом я буду говорить в дальнейших видео, как воспитывать ребенка в течение первого года жизни. Это очень важный момент. Формируется весь мозг, формируется вся психика, закладывается весь стиль
жизни. Так вот, а что делать, когда сейчас появилась агрессия? Во-первых, справиться с обидой, понять, что никто не виноват в том, что уже родился малыш. Все сделано. Все хотели этого малыша. Возвращайтесь к нему, но в роли мамы. Не в роли ребенка, который обеспокоен, который не знает, что делать, который не знает, как выйти из этих ситуаций. Второе. Если вы не знаете об особенностях ребенка, найдите информацию, литературу, найдите того специалиста, платного или онлайн, то, что можно смотреть, еще очень много информации. Смотрите, пожалуйста, учитесь, что должен уметь делать ребенок в каждом возрасте. И так и хочется сказать, забудьте слово «хочу». Сейчас очень много говорится о том, что мы должны следовать тому, что мы хотим. Но тогда, когда родился у вас ребенок, есть лишь в одном случае «хочу». Я хочу, чтобы мой ребенок был счастливым и успешным. И вот дальше вступает в действие слово «надо». А вот для того, чтобы он стал таким, надо маме взять себя в руки. Надо маме научиться личному тайм-менеджменту. Надо маме включить в участие своего мужа, а для этого надо стать женой, не теряя эту роль, соединяя всю семью. Для этого надо уметь убираться, готовить, играть, шить. Я придумаю сейчас, вышивать. И что еще делать? И этого много всего. И все надо успевать. Но при этом очень важно, что надо еще уделять время себе. Как скажете вы? Это все умение организовывать свою жизнь. И это и есть состояние взросления. Когда рождается малыш, родители должны повзрослеть. Слово «надо» и «должны», как бы ни было тут обидно, приходят в вашу жизнь и дают вам огромный рост. Воспитывайте с учетом золотой середины своих детей и себя. Всех вам благ!